Привет, друзья! В этом мастер-классе я хочу с вами поделиться созданием сережек. Мы будем создавать их с цветами кал, и очень простой способ, действительно простой, новичок справится. А текстурные коврики и вайнеры, которые я буду показывать в этом мастер-классе, вы всегда можете заменить чем-то подручным, любой текстурой, или просто не делать фактуру жилистую на поверхности глины. Ну, в общем, давайте мы с вами приступаем, и по ходу моих объяснений действий вы уже поймете, где что можно заменить и применить какие-то другие инструменты. В качестве подложки я буду использовать серый цвет из Cernit No. 1, это 150 номер. Раскатываю этот оттенок на пастомашине, либо скалочкой приблизительно, чтобы 2 мм было. Потом я беру текстурный коврик, у меня такой вот небольшой, и текстурным ковриком с помощью скалки делаю отпечаток на поверхности глины. Смотрите, первую заготовочку я сделала катером, просто вырезала, а для второй, чтобы в зеркальном отображении было, я сделала точно такой же пласт с фактурой, только я его открепила от рабочего стола, перевернула, и со стороны подложки ровной я прорезаю уже тем же катером заготовку, которая будет в зеркальном отображении сережки. Это как вариант, если у вас катер один. Кстати, если катера нет, вы делаете рисунок на бумаге, то есть бумажный эскиз, и по контурам бумажного эскиза вырезаете уже основу под серьги. Сейчас я подготовила пластику, это 425 номер, также из серии Cernit No. 1. Можете взять любую какую-то нежных оттенков, даже можете белую взять. Пласт раскатала на толщине в 1 мм и вырезаю вот такие вот, я бы назвала, грибочки их. Это заготовки для цветочек кал. Еще они мне напоминают игральные карты пику масть. Заготовки сделала 6 штучек. Заготовки небольшие, такие, чтобы могли поместиться на наши основы под серьги. Дальше на ладошке я раскатываю цветок. Причем раскатываю только вот эту вот шапочку, ножку не трогаю. Сначала пальчиками разминаю лепесточек, верхнюю его часть, для того, чтобы он согрелся. Дальше я перекладываю на ладошку, прям приклеиваю. Сначала вытягиваю верхнюю часть, чтобы острие у нас осталось, а дальше растягиваю боковые части, прям размазываю по ладошке, чтобы цветок был максимально тоненький, и пошире сделать сам цветок. Ножку не трогаю, аккуратно снимаю с ладошки, и дальше нам нужен будет вайнер. Вайнер я здесь использую, у меня вайнер это орхидея. У него очень нежная фактура, и я этот вайнер буду использовать как для цветов, так и для листьев, потому что цветочки у нас достаточно маленькие, как и листочки. В принципе, площадь, которую мы будем декорировать, она небольшая. В общем, придаем фактуру с помощью вайнера, и дальше нам нужно будет затонировать. Тонирую сначала светлой пастелью по краю, именно по тому краю цветка, который мы растягивали на ладошке. Тонировка у нас идет с двух сторон, потому что мы цветок будем трубочкой закручивать, и у нас будет видна и лицевая, и изнаночная сторона. Сначала прохожусь нежно-розовой пастелькой, и дальше очерчиваю контуры уже пастелью цвета мадженты. Тонкой кисточкой прохожусь по краю и ограничиваю с двух сторон. И знаете, еще делаю такие вот прожилочки небольшие, к центру их веду, для того, чтобы у нас жилистая фактура проявила себя, и цветок более интересно смотрелся уже собранной композицией. Теперь перекладываем на ладошку, нам нужно сделать изгиб. Изгиб делаем стеком, в легкую, в круговую прокручиваем в центральной части лепесток наш, и у нас цветок приобретает форму лодочки. Дальше краешек высокий, тонкий прищипываю, чтобы он был острый, и с правой стороны краешек выворачиваю чуть-чуть наизнанку, а с левой стороны внутрь цветка закручиваю трубочкой пластику. И получается цветок калы, он такой собранный, но края всегда можно немножечко приоткрыть, как бы вывернуть наизнанку, и тогда у вас более распущенный цветок получится. В принципе, в сборке такого цветка, формирования, ничего сложного нет. Дальше я прокатываю стебелек, то есть внизу пластику, и делаю его более ровным. И прокрашиваю его салатовой пастелью, чтобы он у нас был под цвет листьев и зелени, с небольшим заходом на сам цветочек в нижней части. Листочки будем делать из зеленой пластики. Вы, кстати, можете смешать салатовый с, допустим, 601 номер или 603 с 600 номером зеленым, и получится такой зеленый приглушенный цвет. Раскатала на
в толщине в 1 мм, и дальше в произвольном порядке вырезаю вот такие вот острые листочки. В идеале, конечно, по краям и верхнюю часть листочков затонировать пастелькой темно-зеленого цвета, так они более выигрышно будут смотреться. А дальше использую для придания фактуры тот же вайнер с фактурой лепестка орхидеи. Он нежный, и в принципе листочки у нас маленькие, видите, я еще им придаю такой изгиб, они загнутые, волнообразные у нас получаются, поэтому в принципе фактуры там особо сильно видно не будет. Поэтому если у вас нет вайнера, не заморачивайтесь, не нужно тогда цветы делать с помощью вайнера, да, и листья, просто сделайте их гладненькими, раскатав на ладошке. Теперь приступаем к сборке. Сначала укладываю 2 длинных листочка, причем я собираю серьги симметрично, то есть одну и начинаю сразу же собирать вторую, чтобы они хотя бы более-менее были одинаковые. Дальше беру также длинный листочек, но укладываю его чуть ниже первого листочка. То есть сейчас я добавляю объем. С помощью цветов распределяю самый крупный цветочек посерединке, между 2 листочками укладываю, приклеиваю. Кстати, работаю, посмотрите, мягкой силиконовой тонкой кисточкой. Так вы не помнете ни листочки, ни цветы, потому что цветы у нас супер тонкие, очень сильно раскатанные на ладошке. Это у нас серьги, нам не нужно здесь никакого дополнительного веса, поэтому все делаем тоненько, миниатюрно. И силиконовой кисточкой все это приклеиваю. Смотрите, добавила с правой и с левой стороны, сразу симметрично в зеркальном отображении делаю серьги, добавила еще чуть ниже, спустив по цветочку кал, потом добавляю между цветочками кал еще зеленые листочки и добавляю зеленые листочки, чуть ниже я их опускаю, то есть я каждый раз опускаю чуть ниже листочки для того, чтобы перекрывать наш цветок, его стебель. Цветочек сверху, а стебель у нас листочки закрывают, и стебель не видно у нас. Сейчас добавляю еще ближе к краю, опять же в зеркальном отображении, уже последние цветы. У нас по 3 цветка в каждом букете будет. И вот у нас осталось по 2 листочка для того, чтобы этими листочками перекрыть нижнюю часть и стебельки, чтобы не было видно. Но в то же время мы полностью не закрываем серую подложку. Серая подложка видна, и видна фактура на ней. Самые маленькие, самые тонкие листочки оставила в нижней части и перекрываю стебельки по низу. И в принципе все. Здесь у нас все готово. Самая красивая нижняя часть готова. И давайте сделаем верхнюю часть. Я взяла точно такую же пластику, как мы брали для цветов, 425 номер. Придаю точно такую же фактуру, а вот катер взяла точно такую же форму, только меньшего размера. И опять же, смотрите, в зеркальном отображении вырезаю 2 заготовки под серьги. Эти заготовочки укладываем на керамическую плитку или на стеклышко, на чем будете запекать. И давайте сразу сделаем отверстия сквозные в серых заготовках и в заготовках телесного цвета. Я распределила, как будут серьги у нас крепиться, также их уложила друг с другом и на том же уровне сделала сквозные отверстия. Сейчас мы их запекаем, и после запекания мы, смотрите, давайте приклеим на быстросохнущий клей основу пусет к нашим бежевым заготовкам. Когда пусет приклеится, мы берем жидкую пластику, наносим жидкую пластику на обратную сторону. Дальше я сделала 2 заготовки из тонко-тонко, максимально тонко раскатанного пласта бежевого цвета. И вот этой максимально тоненькой подложечкой мы сейчас накрываем металлическую основу, мы ее прячем и как бы оформляем немножко задник, для того, чтобы у нас основа была зафиксирована, потому что просто быстросохнущий клей не будет держать, отвалится, а вот пластика будет отлично держать. Сейчас я сглаживаю края, и потом я беру еще губку, и жесткой стороной губки я фактурю поверхность свежей глины. Если вы гладко все сделаете пальчиками или стеком, вы можете обратную сторону оставить гладкой. Срезаю сейчас все лишнее, что вышло у нас за пределы, за контуры сережки. Подрезаю пластику и обязательно делаем сквозное отверстие, чтобы потом нам ничего не сверлить. И еще раз отправляем на запекание заготовки с пусетами. Полноценный обжиг. И после обжига даем остыть нашим заготовкам, берем соединительные колечки, и нам остается только в сквозных отверстиях
закрепить две основы. Основу с пусетом и основу с цветами друг с другом. И дальше просто закрыть колечки и с обратной стороны пусета просто надеть заглушку, и все, наши серьги готовы. Посмотрите, насколько легко и просто. Я думаю, что каждый из вас справится. И не обязательно иметь профессиональные инструменты, где-то что-то можно заменить, а где-то можно что-то просто пропустить и сделать цветы или листья, допустим, гладкими. Друзья, я буду рада вашим лайкам, буду рада вашим комментариям, если мастер-класс понравился. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. На сегодня это все. Желаю вам море вдохновения и пускай у вас все получится.